Всем здравствуйте, дорогие друзья! Я не с пустыми руками. Амалаки в честь наступающего Экадаши. Амалаки Экадаши. У нас здесь в Америке Амалаки Экадаши наступает по факту сегодня. Сегодня у нас 8 марта. — 2025 год. Наступает в субботу после 6 вечера, 18 с чем-то. Вот, то есть уже получается после 6 часов нельзя употреблять всю ту пищу, которая не положена в дни Экадаши. Вот, а так весь день, получается, завтра будет также Амалаки Экадаши, воскресенье, 11-е лунные сутки. Чем примечателен день Амалаки Экадаши? Значит, во-первых, в этот день Лорд Господь Вишну, он пребывает в дереве Амалаки, в священном дереве. Амалаки — это индийский крыжовник, и занимает тоже одну из таких важных позиций в аюрведе, потому что очень много различных недугов, различных болезней лечится с помощью Амалаки. Плюс еще он очень полезен для женщин, ну вообще для людей, потому что дает молодость, силу, заряд энергии такой. И еще один такой очень важный момент: Амалаки очень полезен при избавлении, выведении амы, то есть токсинов из организма. Я упоминала про Амалаки, про полезные свойства Амалаки в видео про доши, как нужно питаться людям с различными конституциями, особенностями. И также в этом видео я рассказывала про сезонные болезни, что нужно делать, что нужно употреблять или не употреблять в различные сезоны года, чтобы не заболеть различным конституциям. Людей с различными конституциями, я имею в виду. При регулярном употреблении порошок амлы поможет обрести вторую молодость. Напиток из порошка амлы поддержит ваш организм во время диеты, так как обладает эффектом детокс. Амла поможет в омоложении кожи при авитаминозе или при сильных физических нагрузках, укрепляет желудок, кишечник. Еще одно видео, где я упоминала про Амалаки, это было видео про несовместимые продукты. Существуют в мире несовместимые продукты, при употреблении которых может образовываться токсин, то есть ама. Ну, в общем, когда ама увеличивается очень сильно, то возникают болезни у людей, и они даже могут не знать, в чем причина, начинают лечить, залечивать различными медикаментами, синтетическими медикаментами, и возникают там еще болезни, то есть достаточно было просто вывести аму из организма. Вот Амалаки очень хорошо справляется с этим. Также я очень быстро расскажу про Экадаши, такую основную суть. Ну, то есть не с религиозной, не с духовной точки зрения. Вообще, в дни Экадаши Луна, как известно, она в ведической астрологии является одной из самых главных. И по Луне можно посмотреть вообще, ну, допустим, если вы собираетесь выйти замуж или жениться, по Луне можно посмотреть полностью, что находится внутри человека, его менталочку, так сказать. То есть можно посмотреть, есть ли у него какие-то заскоки или нет, или он ровный, гладкий, его ничем не вывести из себя. Также по Луне в вашей карте мы можем посмотреть на вашу маму, на здоровье вашей мамы, на отношения с вашей мамой. А также по Луне можно смотреть ваши материнские качества. Очень много информации можно посмотреть по Луне. И так как существуют различные титхи, различные лунные дни, различные сутки лунные, при одних лунных сутках рекомендуется делать это, при других лунных сутках рекомендуется делать это. В общем, 11 лунные сутки. В чем особенность? Так как Луна, она управляет всем жидким в нашем мире, то есть не только в нашем теле, да, но и в мире приливы, отливы, океаны, моря. Все это идет под энергией лунной энергии. В эти дни, 11 лунные сутки, нельзя употреблять пищу. То есть пища в эти дни, в эти лунные сутки, она не усваивается, она не переваривается, ни пища, ни вода. Поэтому в 11 лунные сутки воздерживаются от еды. Но и существует ряд правил, по которым есть определенные продукты, которые вообще употреблять нельзя. То есть это зернобобовые обычно. Вот. По сути, по факту, любое употребление пищи в эти дни
кроме просада, естественно, не усваивается вашим организмом. И, соответственно, образовывает сам, и потом различные болезни появляются. Кстати, вот это средство я покупала в одном из йогических центров здесь, в Лос-Анджелесе. Сколько? $7,95. Цена $7,95. Это, получается, порошок. Порошок. Просто органический порошок. Без всяких примесей. Органический порошок амалаки. И его нужно смешивать с теплой водичкой меньше, чем 1 чайная ложка. Обычно я амла, второе название, амалаки, я употребляю после еды. Это способствует лучшему перевариванию продуктов. И также амалаки существуют не только в порошке, но и в таблетках. Есть таблетки, они в капсуле, есть таблетки, которые как прессованные. Вот. Но мне кажется, порошок самое лучшее, если это качественный органический порошок, настоящий. Итак, начнем читать нашу ведическую историю про Амалаки Экадаши. Благо от соблюдения Амалаки Экадаши. История этого дня приводится в древнем ведическом тексте Брахманда Пураны. Мандата сказал: «О великий святой, прошу, расскажи мне, каким образом человек может достичь всех совершенств жизни?» Васиштха ответил: «О царь, это возможно благодаря Амалаки Экадаши. Соблюдая пост в этот великий день, что наступает во время растущей луны месяца Пхалгуна, можно обрести несметное богатство, добрую репутацию, крепкое здоровье, ясный рассудок и освободиться от всех грехов и пороков. Позволь мне рассказать тебе историю об охотнике, который, несмотря на ежедневное убийство невинных животных, в следующей жизни стал правителем прекрасного царства благодаря соблюдению Амалаки Экадаши. Давным-давно существовал город Вайдиша, которым правил великий царь Читрарадха. Читрарадха был воплощением мудрости, честности и справедливости. Поэтому в его царстве не было ни одного бедного или несчастного человека. Следуя примеру своего царя, жители Вайдиши строго соблюдали все предписания священных ведических писаний, в том числе и те, которые говорили о важности поста в дни Экадаши. Однажды рано утром в Амалаки Экадаши царь и все его подданные отправились в лес к священной реке для совершения ритуального омовения. В это же время неподалеку от реки проходил охотник из соседнего царства. Удивленный таким большим скоплением людей, поющих святые имена Бога, он из любопытства решил присоединиться к толпе. После совершения омовения люди отправились обратно в город, чтобы посетить храм Вишну. Тот храм был построен вокруг дерева Амалаки, на котором были проявлены священные знаки, упомянутые в Писаниях. Когда охотник вошел в храм, он, как и жители этого города, поклонился священному дереву и сел неподалеку, рядом с несколькими мужчинами. Через некоторое время вышел настоятель храма и начал громко читать священные писания, прославляющие дни Экадаши. До самого утра следующего дня никто не покидал храм, внимательно слушая священные писания и воспевая имена Вишну. С рассветом солнца царь Читрарадха и его подданные окончили пост и вернулись по своим домам. Охотник, который, чтобы не привлекать к себе внимания, вынужден был провести весь день и всю ночь в храме Вишну, воздерживаясь от еды и воды, наконец тоже смог вернуться в свою хижину в лесной чаще. Спустя много лет, в положенное время, охотник умер. Однако вместо того, чтобы попасть в ад за бесчисленные убийства невинных животных и птиц, он, благодаря соблюдению Амалаки Экадаши,
родился принцем в царской династии Видурадха. Младенцу дали имя Васурадха. Когда он подрос, отец передал ему царство со всеми его огромными богатствами и роскошными дворцами. Однажды, охотясь в одиночку в лесу, царь Васурадха погнался за оленем и в конце концов заблудился. Пытаясь найти дорогу обратно, он наткнулся на варварское племя. Увидев украшенного драгоценностями царя, разбойники решили ограбить его и убить. Окружив Васурадху, один из варваров достал свой нож и кинулся на царя. В тот же миг всех ослепила яркая вспышка, и рядом с царем возникла прекрасная девушка с оружием в руках. Спустя мгновение она убила всех разбойников, пожелавших напасть на Васурадху. Испуганный царь спросил: «О, богиня, кто ты и почему ты защищаешь меня?» Девушка ответила: «Я Экадаши Деви. Так как в прошлой жизни ты соблюдал священный день Амалаки Экадаши, я буду всегда защищать тебя от любых бед и опасностей». Сказав это, Экадаши Деви перенесла Васурадху обратно в его царство, которым он правил впоследствии многие годы. Мудрец Васиштха продолжил рассказ. «О царь Мандата! Могущество Амалаки Экадаши так велико, что даже греховный охотник смог стать царем, соблюдая пост в этот день. Даже в следующей жизни сила Экадаши продолжала защищать его. Не забывай, что охотник обрел все эти плоды, соблюдая Амалаки Экадаши ненамеренно. Тот же человек, кто соблюдает пост в этот великий день с верой и чистым сердцем, обретает еще больше. Уже при жизни он прославится как великий мудрец, а после смерти попадет на Вайкунтху, трансцендентную обитель Господа Вишну, где будет вечно наслаждаться ни с чем не сравнимым блаженством. Такова сила этого великого дня. Так заканчивается повествование о славе Амалаки Экадаши из Брахманда Пураны. Спасибо большое, друзья, за прослушивание. Также вот в этом видео рассказывается о рождении Деви Экадаши. То есть как вообще появилась Деви Экадаши. Там две истории, как бы разные трактовки этой версии. Если интересно, тоже можете послушать, посмотреть. И еще вот это вот видео, там рассказывается, ну, как бы краткий курс про каждую Экадаши. Тоже можете посмотреть. И есть плейлист отдельный про Экадаши, и новый плейлист «Календарь Экадаши» на этот 2025 год. Всем прекрасного дня Экадаши. Проведите его с чистым сердцем, с добрыми мыслями о верховной личности Бога. Ему это будет очень приятно, он будет рад вами и наградит вас очищением вашей кармы. Когда будет ваша карма чиста, так сказать, вы сможете добиться намного больших результатов, намного меньше будете тратить усилий на достижение тех поставленных результатов. Но самое главное помните основной момент, что все наши желания, они созданы для того, чтобы мы получили эти желания, в конце-то концов, вот, и разочаровались в них. Потому что ни одно желание не может принести счастье, только на коротенький момент. И бывает иногда желания сбываются не в нужное время, не в нужном месте, при ненужных обстоятельствах. Желание сбылось, но человек несчастлив. Вот про все желания, благостные желания, желания, возникшие под нашим большим эго. Мы будем про это все рассказывать в следующем видео, когда будет Папамачани Экадаши. Папамачани Экадаши очень сильный, он... Вау, птички тоже хотят послушать про Экадаши, про Папамачани Экадаши. Да, будете слушать в следующей жизни, родитесь в человеческой форме тела. В общем, Папамачани Экадаши очень сильный, потому что он, помимо того, что там дает блага, желания исполняет, очищает нашу карму. Папамачани Экадаши имеет очень сильную
энергию, очень сильную мощь, особенно в избавлении от плохой кармы. У кого есть вот плохая карма за убийство браманов тоже, за убийство посредством аборта и так далее. То есть в этот день как раз-таки идет благо, если с полным сердцем соблюдать этот день, провести его, прям сказать, в таком намерении, отдать всего себя, весь свой разум, все свои силы, усилия, отдать Верховной Личности Бога, прославлять Его, читать ведические писания, слушать мантры, киртаны, любые ведические истории, то можно избавиться от плохой кармы, от той кармы, которую люди, мы нарабатывали в прошлом, в этой жизни, либо в прошлой жизни. С прошлой жизни мы уже ничего не помним, в этой жизни то, что мы делали, помним. Хорошо было бы избавиться от этого, точнее очистить. Вот в дни Экадыши это очень хорошо делается. Ну и, конечно же, в любые другие дни никто не запрещает это только. Поэтому встречаемся с вами в следующий раз в дни по помочанию Экадыши. Это у нас будет примерно 24-25 марта. Встречаемся в эти дни. Харе Кришна.